Всем привет! Мы начинаем серию уроков, посвященную логированию. Сейчас мы для вывода логов используем классический консоль error, консоль info, консоль log. И это, в принципе, нам достаточно для разработки, но для того, чтобы ехать в прод, этого будет недостаточно, потому что, когда мы поедем в прод, нам, возможно, потребуется хранить логи не только в консоли, но и там куда-то их выводить. Может быть такое, что мы захотим какие-то логи вообще показывать, а какие-то не показывать. Да и при разработке можно сделать логи более красивыми. Сейчас будет множество уроков, и мы будем все наше приложение покрывать логами. Но для начала давайте создадим наш логер. Для логирования мы будем использовать библиотеку, которая называется Winston. И давайте создадим наш логер с помощью Winston. Для этого в бэкэнде, в папке lib, создадим файл logger.ts. Хорошо. Со следующим содержимым. Нам потребуется env переменные, и мы объявляем логер. Просто winston.createLogger. Здесь что указано у нас? Что у нас показывать нужно все, у чего уровень выше дебага. Нам это не важно. На самом деле мы в приложении, скорее всего, ограничимся тем, что у нас будут логи левела info и error. Оно говорит, что, грубо говоря, нам все логи нужны. Потом указываем формат. Мы просим нам ставить timestamp. В ошибках мы просим в том числе хранить наш стэк этой ошибки, порядок файлов, которые были вызваны до воспроизведения ошибки. И в результате все складировать в формате JSON. Также к логу можно добавить какие-то дефолтные метаданные. И мы говорим, что у нас, этот сервис backend, чисто теоретически у вас может быть, больше, чем один backend, несколько сервисов на бэкэнде. Но у нас backend, мы его и назвали backend. И host env. У нас при локальной разработке это local, а в продакшене это будет продакшн, соответственно. Если у вас появится какой-то dev-сервер, то там будет dev. И в вашей системе, где вы будете наблюдать за логами, вы будете всегда понимать, откуда пришли эти логи, сможете поэтому просто фильтровать. Также Winston так устроен, что ему нужно задать транспорт. Сейчас у нас транспорт-консоль, а чисто технически в будущем можно в транспорт добавить, чтобы отправлялся не только в консоль, а в какой-то сторонний, например, еще сервис. А на самом деле, опять же, настройка логера — это та же самая история, которая делается один раз за весь проект и потом просто везде используется. Но давайте пока что его попробуем где-нибудь применить и посмотрим, как выглядят наши логи. Давайте просто в нашем index.ts файле нашего бэкэнда. Как бэкэнд работает вообще? Да, бэкэнд работает. Заходим в бэкэнд и идем в файл index.ts. Хорошо. И заменяем консоль info на logger info. Логер берем из lib logger. Здесь logger info, здесь logger error. Хорошо. И поглядим на вывод в нашей консоли. Перезагружаемся. Да, стало на вид менее читаемо и хуже, но это ненадолго. В последующих уроках мы все это поправим и сделаем, чтобы при разработке было лучше, чем было раньше. Ладно, а пока что мы видим, что сейчас, когда у нас логируется, выводится здесь JSON, host.env local, level info, level как раз и определяется этим выражением, соответствующий message, сервис и timestamp. Хорошо. В последующих уроках мы еще будем усовершенствовать этот логер всяко разно, а пока давайте просто его применим там, где он у нас есть. Я предлагаю сделать следующее. Давайте введем правило на бэкэнде, что консоль теперь вообще ни в каком смысле использовать нельзя. Ни консоль info, ни консоль error. Мы просто это все запретим, вызовем npm-lint и найдем все места, где нам нужно вставить наш логер. Пойдемте в бэкэнде в ESLint rcvml и добавляем rules, no console, error. Хорошо.
Так, ну и у нас раньше это правило наследовалось из корневого. У нас здесь тоже было no-console. Я предлагаю все-таки отсюда это убрать, потому что теперь у нас здесь разная логика на бэкэнде, на фронтенде. На фронтенде мы это разрешим. Да, лишь бы только не лог это было, не console.log. Вот, поэтому отсюда мы это уберем и перенесем это в webApp, если enter Так, rules. Ага, хорошо. И вызовем линт на бэкэнде. Угу, вот все места. Так, соответственно, здесь мы просто опять же меняем на logger.error и в e-mail меняем на logger.info. Так, импортировать надо. Угу, хорошо. Опять же, логер. Так, здорово. Подменили. Хорошо. Так, давайте проверим, что мы ничего не забыли. Получается, сам логер добавили. В ESLint запретили использовать старый консоль лог. Отлично. И можем двигаться дальше. Всем спасибо. Сейчас будем улучшать наш логер. До скорого.